Если Казахстан грабили семьями, то Узбекистан грабили семьей президента в одиночку. Пока народ стоял в очередях за мукой и дровами, кланы у власти превращали страну в личную фабрику прибыли. Во главе этой схемы десятилетиями стоял Ислам Каримов, первый президент независимого Узбекистана. Он построил тоталитарную вертикаль, в которой деньги, ресурсы и люди были подчинены только одному — сохранению власти семьи. Но самый грязный и громкий след оставила не он сам, а его дочь Гульнара Каримова. Светская львица, певица, дипломат, бизнесвумен — так ее называли журналы. На деле же одна из самых крупных коррупционных фигур в истории Центральной Азии двойной восклицательный знак. Расследования показали, через Гульнару проходили многомиллиардные сделки в телекоммуникационном секторе, где взятки стали условием входа на рынок. Компании Телясонера, Вимпелкайрм, МТС платили миллионы долларов за доступ к узбекским частотам. И все деньги оседали в зарубежных структурах, подконтрольных ей лично. Через офшоры в Панаме, Лихтенштейне и Швейцарии Гульнара владела недвижимостью в Женеве, виллами в Дубае и апартаментами в Нью-Йорке. Швейцарские прокуроры зафиксировали более 800 миллионов долларов, связанных с ней и ее окружением. Это не слухи, это судебные документы. При этом в самой Фергане люди собирали деньги на лечение детей. В Хорезме строили школы на пожертвования. А правительственные бизнесы, хлопок, энергетика, телеком работали в тени семьи двойной восклицательный знак. Гульнара Каримова была не просто приближенной к власти, а она монополизировала Узбекистан под себя. От текстиля до ювелирного бизнеса, от рекламы до СМИ, все проходило через ее структуры. Даже экспорт золота, по информации нескольких расследований, курировался через ее людей. В 2014 году Каримова исчезла из публичного поля. Говорили о домашнем аресте, потом о заключении. Но точная картина стала известна только в 2017 году. Она была задержана, а позже приговорена. Однако села она не за коррупцию, а за уклонение от налогов и мошенничество. Весь масштаб ее деятельности так и не был озвучен официально. Никаких прямых обвинений в адрес Каримова-старшего тоже не последовало. Ислам Каримов, умерший в 2016 году, остался в памяти официальной истории как «отец нации». Ни одного расследования, ни одной комиссии, ни одного судебного процесса. Хотя за его спиной осталась страна, выкачанная до дна. Государство владело всем, но это все находилось в распоряжении одной фамилии. Целые отрасли экономики контролировались напрямую через родственных министров, губернаторов и послушных судей. В Узбекистане тогда не было коррупции, она была и есть режимом управления. Гульнара Каримова до сих пор не раскрыла всех схем. А те, кто с ней работал, до сих пор не под следствием. Они в теневом бизнесе, в новых структурах, с новыми лицами, но с теми же деньгами. Международные расследования OCCRP, Le Monde, BCC прямо указывали, Узбекистан был отмылочным центром для международных телеком-гигантов. А сама Гульнара вела личные переговоры от имени государства, не имея официальных полномочий. Так государство и семья стали одним целым. Вместо того, чтобы защищать интересы народа, власть защищала интересы офшоров двойной восклицательный знак. Вместо социальной политики — личное обогащение. Вместо прогресса — культ имени и страха. Сегодня Гульнара в тюрьме, но большинство денег так и не возвращены в страну. Никаких международных санкций против тех, кто ей помогал, не введено. А народ, как всегда, должен потерпеть. После смерти Ислама Каримова в 2016 году Узбекистан получил нового президента, Шавката Мирзиёева. Общество ожидало перемен, и первые шаги действительно выглядели обнадеживающе. Освобождение политзаключенных, снятие части цензуры, открытие границ
это подавалось как «новая эра». Мирзиёев стал говорить о цифровизации, бизнес-свободе и борьбе с коррупцией. Но что стоит за этой красивой оберткой? На деле почти ничего не изменилось. Те же лица, те же фамилии, те же схемы, просто аккуратнее и тише. Власть осталась в руках тех, кто стоял у кормушки еще при Каримове. Мирзиёев не новый лидер, а продолжатель системы, в которой вырос сам. Он был премьер-министром с 2003 года. Он видел, знал и молчал, когда страна вывозилась по частям в офшоры. После прихода к власти он не разогнал старую элиту. Он ее перетасовал. И дал им новые сферы влияния под брендом модернизации. Один из главных механизмов нового грабежа — государственная приватизация. Под флагом реформ госактивы начали передаваться в частные руки. Но руки эти все те же — родственники, партнеры, доверенные лица. Госстройки, логистика, экспорт хлопка и золота сегодня де-факто распределяются кулуарно. Через закрытые тендеры, аффилированные компании и заранее выбранных победителей. То есть тот же клептократический механизм, только с PowerPoint-презентацией. Возьмем, к примеру, Ташкент-Сити, флагманский проект развития столицы. Все красиво, небоскребы, инвестиции, международные бренды. А теперь спросим, кто владеет землей под этим проектом? Ответ — частные компании, зарегистрированные на имя родственников узбекских чиновников. СМИ и расследователи, в том числе радио Азадлик и РФИ/РЛ, показывают, вся земля ушла в одни и те же руки. А прибыль — в офшоры. Банковская система тоже осталась под контролем государства и приближенных. Займы выделяются нужным бизнесом, откаты обязательны. Обычный предприниматель без связей обречен. Все это приправляется риторикой о переходе к рыночной экономике. Но настоящая рыночная экономика невозможна там, где один клан контролирует законы, суды и полицию. А в Узбекистане именно так. Мирзиёев часто говорит о борьбе с коррупцией. Но где реальные дела против бывших министров Каримова? Где конфискации активов Гульнары Каримовой и ее партнеров? Многие из ее бывших партнеров сейчас в правительстве. Многие в крупном бизнесе контролируют экспорт, промышленность, банковскую сферу. И никто их не трогает. Народу дали немного воздуха, открыли визы, разрешили выезжать, убрали дежурных доносчиков. Но по сути это перекраска старой стены, за которой все то же самое. Власть по-прежнему изолирована от народа, и ни один реальный механизм контроля не заработал. Суды не независимы. Прокуратура — инструмент давления. А парламент — декорация для отчетов перед иностранными инвесторами. Внутри страны за критику можно сесть, а за расследование — потерять бизнес или свободу. Именно так работает система, которая называет себя реформированной. Мирзиёев стал лицом перемен, но не проводником. Он остался гарантом системы, где все принадлежит немногим, а ответственность — никому. Узбекистан сегодня — это страна, в которой коррупция стала моложе, умнее и аккуратнее.